Всем привет! Сегодняшняя тема для расклада – это готовы ли вы к следующим вашим отношениям, да, но, наверное, все-таки основной уклон будет у нас на определенного рода блокировки, которые у вас, возможно, есть и существуют, но, возможно, и нет. Как раз это мы и разберем. Если карты покажут, что у вас нет никаких блокировок, да, и каких-то внутренних конфликтов, то, соответственно, и, так скажем, ваш вариант будет недостаточно длинным, да, в отличие от того, если у вас вдруг найдутся какие-то блокировки, есть какие-то, так скажем, внутренние конфликты и какие-то, возможно, внутренние убеждения по поводу отношений. Соответственно, выбираем вариант, будет варианта 3, да, либо выбираем колоду, которая понравится, ну, либо по порядку 1, 2, 3. Также у нас будет 5 позиций в каждом варианте. Основная это будет текущее состояние, да, это определенного рода диагностика, ну, насколько вы открыты или закрыты для отношений на данный момент. И уже отталкиваясь от этого, как раз будет строиться дальнейшее, так скажем, развитие этого варианта. Второе – это у нас основные блокировки. Опять же, если они такие будут, да, страхи, негативный опыт прошлого, ну, возможно, какие-то ограничивающие убеждения, которые либо сформировались в течение вашего жизненного опыта, да, ну, либо они изначально у вас были, просто вы так видите ваши отношения, ну, либо какие-либо ограничения. Третье – это скрытые страхи, опасения, которые могут вы в целом можете не осознавать, да, но они у вас есть. Такое, знаете, это больше какая-то система именно подсознательного, а не вашего сознательного, которую вы можете проявлять и в какой-то степени можете как-то контролировать. А подсознательное, да, мы не всегда можем контролировать, для этого нужна практика и тренировки. Четвертое – это ресурсы и сильные стороны, которые в целом могут повлиять на как раз вот все вот эти элементы, как борьбу и работу со страхами, так и все остальное. И здесь как раз мы можем уточнять, какие внутренние качества могут вам в этом помочь, да, чтобы все это преодолевать. Ну и пятое, это будет рекомендация, да, что нужно сделать, чтобы подготовиться к новым отношениям. Не то чтобы это какая-то пошаговая инструкция, да, но вот опять же мы выбираем в основном направление, так как все расклады общие, и каждый для себя вполне реально может найти что-то свое. Так, начнем с первого варианта. Первый вариант. Что у нас там по поводу готовности к отношениям и блокировок разного рода, связанных с этим. Итак, текущее состояние. Дальше у нас основные блокировки, если они имеются, если нет, то, конечно же, все прекрасно, да, скрытые страхи, кстати, они тоже могут быть, вне зависимости от того, есть какие-то блокировки или нет. Ресурсы и сильные стороны ваши внутренние, которые могут помочь вам в преодолении всего этого, ну и рекомендации. Так, текущее состояние. Не готовы абсолютно, ощущение, как будто вы даже вообще не рассматриваете сейчас на данный момент вообще какие-либо отношения. А с другой стороны, если вы смотрите этот расклад, значит вам все-таки интересно и вас интересует определенного рода развитие в эту сторону, да, хоть на данный момент вы и не особо-то к этому готовы. Что у нас еще? Ну да, расстройство по поводу, ну опять же, это скорее всего ощущение прошлого опыта, которое с вами идет довольно-таки длительное время, да, что были какие-то неудачные отношения, возможно, какие-то неудачные сценарии проигрались, да, не обязательно, что сам человек был каким-то не очень хорошим, да, или каким-то отрицательным, вполне реально, что просто какой-то определенный сценарий проигрался, и вполне возможно, что вы это могли воспринять довольно-таки, ну, я бы сказал, очень близко к сердцу, да, и взять это за основу какой-то программы, которую вы сами для себя можете выработать и, соответственно, идти с ней дальше, что не всегда несет какие-то положительные элементы, чаще какой-то деструктив, но от этого никуда не денешься, так устроен наш мозг.
Да, возможно, какие-то странные понятия, не то что странные, я бы, наверное, сказал, даже у вас какие-то своеобразные понятия по поводу семьи, да, которые не всегда может проигрываться и с вашим партнером, то есть с его видением того, как должно быть либо в семье, ну, либо какие там определенного рода правила, границы, может, вы сами в себе устанавливаете для вашего видения семьи, и, соответственно, это может приносить какие-то разлады и разногласия, что в конечном итоге, скорее всего, может перерастать в довольно-таки серьезные, ну, может быть, даже ссоры. Ладно, основные блокировки какие у вас? Да, что-то связано именно с семьей. М. Мгм. Да, такой себе наборчик. Ну, я бы сказал так. Мгм. Вполне реально, что вот блокировками является именно то, что в какой-то степени у вас очень есть такая не то что внутренняя составляющая, да, возможно, просто вот это вот видение, которое в какой-то степени вы пытаетесь транслировать на вот ваши личные отношения семейные, это то, что в какой-то степени там есть правила, по которым в целом должны играть все. Да, но это не всегда устраивает других людей. Опять же, в чем заключается правило? Вполне возможно, что есть какая-то строгость, есть какие-то, так скажем, определенного уровня, ну, можно, конечно, назвать это законом, да, вот семейным, что в целом нельзя нарушать, да, но так как у нас семья это не совсем отдельное государство, есть такие моменты, что это не совсем законы, но э, определенного рода правила, и я бы сказал, довольно-таки строгие правила, которые должны исследовать абсолютно все, но и как раз вполне реально, что это приводит к тому, что все это развивается до того, что такую нагрузку не все могут, так скажем, выдержать. Также это, знаете, еще может как проиграться. То, что, опять же, именно что связано с семьей, да, коса это тоже определенного рода чистка, да, определенного рода такая система, когда э, вы с человеком объединяетесь, да, создаете вот опять же вот эту ячейку общества и семью, да, сейчас мы в целом можем говорить именно о том, что, например, смотрит женщина, да, и когда объединяется с партнером, с мужчиной, у мужчины могут быть определенные, так скажем, увлечения, да, какие-то интересные для него занятия, так же, как могут быть какие-то командировки, какие-то поездки, в том числе на, не знаю, рыбалка, охота, на просто какие-то туристические выезды, но вы особо этим не занимаетесь, это не приветствуете, и в какой-то степени вы его начинаете ограничивать. Также есть вариант того, что он тоже может любить проводить время с друзьями, также может проводить время любить именно за, не знаю, за какими-то играми, не обязательно азартными, но сейчас в целом популярны вот все вот эти, так скажем, онлайн-увлечения, да, и, соответственно, для вас это неприемлемо. Скорее всего, вот есть какие-то блокировки у вас по этому поводу, что вы, вне зависимости от того, как человек себя ведет, вы можете его все-таки каким-то образом ограничивать. И, наверное, это все-таки связано больше с каким-то прошлым опытом, так как если у вас в прошлом были какие-то отношения, которые вот, учитывая все вот эти факторы, да, когда вы не отпускали, ну, не ограничивали человека, отпускали, и в данный момент они ему уже, когда эти отношения подошли к концу, вы понимаете, что как раз, возможно, в этом и была проблема. Но, кстати, не факт, что в этом. Это может быть определенного рода триггерами, да, но для себя вы это все-таки перевели в ту сферу, что это действительно была проблема. И у вас складывается впечатление, если сейчас этого партнера, например, в этом всем ограничивать, то, соответственно, и никаких проблем в дальнейшем может и не быть. Но опять же, и мы смотрим так, как вы готовы к новым отношениям или нет, то, соответственно, здесь мы рассматриваем то, что будущий партнер вполне реально может быть тоже каким-то, не знаю, может быть каким-то путешествием увлекаться, видом спорта,
отдельно это не обязательно связано с какой-то игроманией, да, но вот как раз вот это вы можете как-то ограничивать. Но тогда возникает вопрос, насколько вы будете близки, насколько ваш партнер может вам доверять. Не обязательно какие-то свои внутренние моменты, да, и все, что связано там с личными или качественными, или рабочими моментами, но определенного рода сложности будут, потому что когда человека ограничивают, неважно, кто это делает, да, он все равно чувствует дискомфорт. И как раз здесь у вас тоже может такое именно проявляться. Ладно, хорошо, скрытые страхи. М. Знаете, вот один из скрытых страхов, наверное, какой может быть, это то, что на самом деле человек, опять же, вот с которым вы можете начать какие-то личные отношения, может с вами поступать так же зеркально, как вы с ним. И в какой-то степени вы этого, наверное, даже боитесь. То есть справедливость показывает на то, что как вы будете относиться к человеку, так и он будет относиться к вам. То есть фактически полностью зеркалить. И даже учитывая то, что это больше какая-то подсознательная, да, тема и система, в любом случае вы вполне реально этого можете опасаться, даже не осознавая этого. Потому что, знаете, как говорят, что мы своих ошибок-то не замечаем, да, там у кого-то в соринком глазу, у себя даже бревна не видим. И как раз здесь может проигрываться как? Мы очень часто триггеримся на людей, которые, ну, так скажем, как нам кажется, да, как будто как мы это видим, что они ведут себя как-то не очень хорошо, ну, либо как-то поступают не очень тактично, да, или все, что с этим связано. На самом деле мы вполне можем триггериться на этих людей только из-за того, что они поступают так же, как и мы, но просто мы за собой этого не замечаем, да, и поэтому к нам, так скажем, подводят людей, да, которые просто нас зеркалят по тем элементам и по тем моментам, либо по тем, не знаю, каким-то внешним характеристикам, поведению, манере общения. И, соответственно, здесь мы можем как-то на это очень сильно триггериться, потому что фактически мы похожи, и это просто наши зеркала. Здесь то же самое. Если к вам придет человек, который фактически будет вас зеркалить, да, у вас на этом может, так сказать, сработать внутренняя вот эта вот блокировочка, еще и страх дополнительный включиться, что с вами могут поступать так же, как и вы с человеком поступаете в отношениях. Занятненькая вещица. Хорошо. Так, а ресурсы сильные стороны. Это то, что в целом вам может помочь, как справиться со всем вот этим, да, внутренним убранством. Ну и так в целом вам помочь как-то преодолеть все вот эти вот внутренние распри, конфликты и недопонимания. Что у нас там? Рыцарь чаш. Слушайте, но на самом деле вот у единичек, да, очень, скорее всего, очень много вот той энергии, которая она в целом может приспособить и перенаправить именно на то, чтобы как-то внутренне поменять именно свои взгляды, свои принципы, вот это вот внутреннее ощущение, также побороть все вот эти страхи. Из-за того, что мы, если когда меняем все вот эти элементы, которые мы в целом несем, да, опять же, о том, какое-то поведение, какие-то принципы, как какие-то, я говорил уже, законы вашей семьи, на которые вы думаете и считаете правильными, то, соответственно, мы автоматически избавляемся от этого страха. Но, опять же, для этого у вас в целом есть ресурсы, но только вы ими не пользуетесь, они скрыты. Такое ощущение, что вы вообще это все поставили на паузу, либо перенаправляете в какую-то совсем другую сторону, как будто бы для вас есть на данный момент что-то важнее, чем вот эти вот внутренние распри, да, которые вам не приносят никакого в целом удовольствия, но и вы на них как-то не акцентируете внимание. А по сути, да, по сути, у вас в целом-то ресурс есть. В основном он, наверное, даже больше энергетический, ввиду того, что вы в целом, да, вот, учитывая все вот эти три карты, да, дьявол, сила и маг, вы можете это все поменять самостоятельно.
Но тут тоже, опять же, как я обычно говорю, палка о двух концах. Тут главное не переборщить, ввиду того, что и дьявол, и маг, он в целом может проигрываться не только как определенного рода силы, определенного рода количество энергии, да, но и каким-то, так скажем, образом постепенно переходить в такой манипулятивный принцип жизни, смысл жизни и, соответственно, такое поведение, когда вы начинаете окружающими всеми манипулировать. У любой силы есть два эффекта, да, он положительный один отрицательный. И вот если переборчить, да, и как-то перейти эту рамку, соответственно, мы уходим в негатив. Когда мы уходим в негатив, это может оказаться довольно-таки серьезным в конечном итоге и привести к каким-то серьезным последствиям. Но, по сути, да, энергия у вас есть, но вы ее пока блокируете. Как ее раскрыть, мы, конечно, сейчас еще посмотрим, но на данный момент, вот учитывая вот все, что у нас здесь вышло, да, опять же, изначально вы в целом не особо-то хотите этим заниматься, по крайней мере, сейчас, но раз вы попали на этот расклад, возможно, у вас какие-то все-таки мысли по этому поводу были. Дальше у вас есть определенные границы, ограничения, определенные правила, которые не, ну, для вас, наверное, критично, когда их нарушают, и, соответственно, вы решаете для себя, что вот этот прошлый опыт, он единственный правильный, единственный важный, да, и учитывая его, вы в целом можете выстроить новые отношения, но не факт, что они пойдут по другому сценарию. Вполне реально, что этот же сценарий может и проиграться. Дальше внутренний страх – это, опять же, определенного рода зеркало, да, здесь вы в целом можете все эти проблемы преодолеть. Единственное, что вам нужно на этом, скорее всего, сконцентрироваться. Ну и рекомендации у нас жезлов. Вообще есть определенного рода практики, да, это когда человека погружают в какую-то определенную ситуацию, он заходит туда, да, и эту ситуацию проигрывает по-другому, ввиду того, что тот опыт, который он взял оттуда, как он проигрался, да, он в какой-то степени его может ограничивать и в какой-то мере даже негативно влиять на сегодняшние, ну, на все происходящее, что на данный момент. И вот здесь, скорее всего, вам вполне может быть помочь то, что вы в какой-то мере можете даже, наверное, сами, да, погрузиться в ту ситуацию, в то время, когда вы действительно получили вот этот определенный опыт, да, и переиграть все по-другому, для того, чтобы его не то что обнулить, да, но чтобы этот опыт вышел не в отрицательный, а хотя бы в ноль. То есть, когда вы не стали ограничивать, например, в той ситуации вашего партнера, да, и в какой-то мере разошлись обоюдно, и за счет этого у вас не формируется вот этот отрицательный опыт и вот эта негативная ветка, так скажем. И уже эти сценарии, скорее всего, у вас проигрываться не будут. Так что перед тем, как вступать в какие-то отношения, вам хорошо бы именно вот этот элемент проработать. Но, соответственно, для этого нужно время, желание и, наверное, все-таки определенного рода концентрации, так как вы сейчас в основном сконцентрированы на чем-то другом, да, и вроде бы у вас энергии, силы, все это есть, но вы этим не пользуетесь именно в этом русле, да, но у вас, возможно, сейчас какие-то более важные дела, на чем вы концентрируетесь, поэтому вы, наверное, даже не особо рассматриваете те варианты, чтобы как-то налаживать личную жизнь. И если вы все-таки решитесь на вот этот шаг для того, чтобы начать работать в этом направлении, то, соответственно, вам нужно, конечно же, найти время, найти определенного рода, наверное, как это все правильно делать, если вы хотите все это проделать самостоятельно. Если нет, то, конечно же, обращайтесь к специалисту. И ну, они тоже могут разные быть. Кто-то практик, кто-то тоже таролог, кто-то вполне может быть даже просто проводник. И, соответственно, он вас уже проведет. Это, наверное, будет быстрее, но тоже не всегда. Все зависит от человека. Так что, как таковой, рекомендации, наверное, будет все-таки, опять же, решиться на то, чтобы вам начать заниматься этим делом, ввиду того, что если это действительно для вас важно. Если нет, если у вас такого сильного желания начать
найти какие-то новые отношения, да, то, соответственно, здесь вы все это отодвигаете на второй план и уже занимаетесь своими делами дальше. Это был первый вариант. Ну, а теперь посмотрим, что у второго. Все то же самое, 5 позиций. Что у нас там у двоек? Текущее состояние. Дальше основные блокировки. Страхи. Скрытые страхи. И те, которые у нас основаны на подсознании, да, ресурсы и ваши сильные стороны, которые в целом могут вам помочь во всем этом, ну и рекомендации. Так, текущее состояние. Ну, я бы не сказал, как будто бы вы в целом-то уже вполне реально, что готовы к каким-либо отношениям. Единственное, что стоите... Даже так. Возможно, даже уже есть какие-то претенденты, и вполне реально, что вы стоите перед выбором, да, кого выбрать, так скажем, куда пойти, как принять решение. Есть ощущение, что вы, наверное, все-таки больше склоняетесь не к какой-то эмоциональной части, да, не к эмоциям, не к чувствам, а более к такой, я бы сказал, практичной части. Но тут смотрите, так как у нас два короля, это король Пентаклей и король Кубков, в чем может быть разница? Король Кубков это чаще про какую-то такую, ну, где-то легкая эгоистичность, где-то прям конкретная эгоистичность, да, в человеке проявляется, и, соответственно, он больше, наверное, зациклен именно на себе. Король Пентаклей, он в целом такой больше материалист, больше, наверное, даже как-то смотрит в сторону работы, но он, знаете, как, наверное, более стабильный, нежели король кубков, потому что тот в какой-то мере может, наверное, сам неожиданно пропасть, и все, что из этого, и все из этого вытекающее. Да, могут быть разные последствия этого всего, и насколько он будет надежен, тут уже вопрос, надо смотреть отдельно. Но в любом случае, текущее состояние как будто бы вы вот уже в целом готовы, да, но опять же мы смотрим на какие блокировки у вас есть и, соответственно, что вы в целом можете, наверное, привнести в эти отношения с собой. Итак, блокировки. Ну, здесь бы я, наверное, сказал, что скорее тоже какой-то старый опыт прошлых отношений, ввиду того, что человек был не особо надежный, он в какой-то мере был, наверное, энергичным такой, он, судя вот по дураку, да, это в целом может еще означать то, что человек был, так скажем, не то чтобы это, знаете, как ребенок в теле взрослого, он как-то мог вести себя более так, ну, не контролировал, наверное, в какой-то степени. И это в целом может приносить довольно-таки много хлопот. Тут еще ваш Пентаклей, соответственно, что он сам по себе-то, наверное, особо ничего не делал, постоянно приходилось пинать, плюс еще вполне мог в какой-то степени выпивать. У вас вообще складывается ощущение, что вы в целом, наверное, как-то ваш негативный опыт привел к тому, что вы боитесь опять на так скажем, зайти в отношения с незрелым человеком. Я бы, наверное, вот так это все обобщил, потому что какой-то старый опыт все-таки, наверное, у вас опять же с вами идет и проявляется ввиду того, что вот эта незрелость, она периодически к вам либо прилипает, либо попадается, да, но изначально ее не видно. Ну, скорее всего, в этом-то и проблема. То есть это все происходит уже по факту, когда вы заходите в эти отношения, да, и в какой-то степени в них уже, ну, так скажем, какое-то время уже присутствуете, и уже после все это начинает проявляться, а изначально этого не видно. Но, знаете, если вот опять же действительно у вас есть уже сейчас какой-то выбор, да, вроде как у вас есть какая-то готовность к этим отношениям, то, наверное, вот короля кубков я бы не советовал. Их, так скажем, изначально узнать можно как. Даже они могут
поначалу, наверное, даже очень больше внимания предоставлять вам, наверное, да, концентрироваться на вас, потом уже постепенно все это перекладывать на себя, все эти внимания, все какие-то заботы, какие-то элементы, которые он делает и которые, о которых он говорит, а он все больше начинает показывать, что он зациклен на себе. Но изначально вполне реально, что он тоже может этого не делать. А вот король Пентаклей вполне реально, он может проявляться, так скажем, вот ровненько. То есть он как вел себя однотипно, да, может и вести себя однотипно, потому что они короли кубков, кубков Пентаклей, они больше такие, наверное, как стабильные, да, они не любят каких-то вот таких резких изменений, что-то еще, и они в целом-то не ведут себя практически одинаково. То как начал с самого начала себя вести вот более-менее в одной стабильности, так скажем, на стабильной линии, то, естественно, и дальше он себя ведет так же. У него нет никаких особых изменений, скорее всего. Вот так вот более-менее, да, их можно все-таки как-то отличить и определить. Но, опять же, это все дело времени, да, со временем все равно те, кто играет, они как-то начинают прокалываться и начинают себя проявлять совершенно по-другому, поэтому особо торопиться, наверное, все-таки не стоит. Тянуть, конечно, тоже, но и вот в плане торопиться я бы тоже не стал. Так, что у вас по скрытым страхам? Отшельник. Ну, есть ощущение, что вы боитесь все-таки остаться один или одна, да, для того, что для вас, наверное, все-таки эти, ну, вот личные отношения, это очень такая важную роль играет и определенная такая, сказал бы, наверное, ну, не то чтобы цель, да, но вот для какого-то вашего внешнего и внутреннего комфорта она вам необходима, поэтому все вот эти отношения, которые приносят вам какой-то деструктив и связь, которые у вас не получается, на вас тоже очень сильно могут влиять именно в плане эмоционального давления. Я вот, наверное, про это сказал бы. И знаете, что подсознательно, даже если вы осознанно это никак не проявляете, подсознательно у вас все-таки был есть страх, либо он основан, опять же, на опыте, не факт, что на вашем, да, возможно, у вас есть или были родственники, которые, опять же, остались одни, и, соответственно, за ними уже некому было ухаживать, на основе этого вы для себя могли сформировать такую картину, что вот вы бы никогда не хотели остаться одни, и вот в этом плане, да, скорее всего, именно так. То есть вот этот внутренний страх, он все-таки у вас есть, поэтому нет-нет, он все-таки может вас подгонять и как-то знаете, как закидывать в те отношения, в которых, возможно, вам даже и не место. Вот тут, наверное, об этом даже речь идет. И уже потом они проявляются как не особо-то и способны на какие-либо отношения эти люди, да, и все, так скажем, идет по новому кругу, да, как будто бы действительно зациклено, да, и здесь вот еще есть четверка пентаклей, это определенного рода стабильность, такое чувство, что оно вас не покидает, вот этот подсознательный страх остаться один на один с этим миром и как вы это себе представляете. Ладно, ресурсы и сильные стороны, которые у вас есть. Слушайте, ну это тоже, конечно, не так, как с первым вариантом. Но есть одна проблема. Смотрите, Верховная Жрица, да, там в разных колоннах она по-разному называется. Здесь Верховная Принцесса. Суть в том, что она в целом означает, что у вас внутренние ресурсы есть. Возможно, да, даже есть, так скажем, определенного рода навыки, определенного рода таланты, как себя в конечном итоге видоизменить и, соответственно, изменить свою ситуацию. Да, это, конечно же, можно оценивать как с точки зрения эзотерики, да, это, опять же, какой-то внутренний ресурс, и все, что связано с ним, это, опять же, королева жезлов означает, что действительно он у вас есть, и он довольно-таки емкий, но вы его не используете. Есть ощущение, что вы от него отказываетесь, опять же, по каким-то, возможно, внутренним убеждениям, либо по тому, знаете, как в детстве нам говорили, что если он как-то проявлялся, то, соответственно, нас в какой-то степени начинали ограничивать, и в конечном итоге мы начинаем это сами все ограничивать, где-то забывать, где-то не пользоваться, где-то бояться этим пользоваться.
И, соответственно, пока ну, вот мы растем, вырастаем, да, все это закостеневает. Это как, знаете, как какой-то перелом, который неправильно сросся, и уже он в конечном итоге уже выпрямлять его, это только заново ломать. И вот есть ощущение, что вот как раз вот этот внутренний ресурс и ваши внутренние качества, и такое ощущение, что их нужно будет заново пробуждать. Ну да, и как раз на это вам понадобится мужество. Но, соответственно, и определенного рода цель. То есть, если вы будете на этом концентрироваться, вполне реально, что вы в какой-то мере даже тут преуспеете. И все соответствующее может пойти на лад. Это начнется то, что вы начнете притягивать к себе. Вполне реально, что тех людей, которые действительно, с которыми можно выстроить какие-либо отношения. Дальше вы вполне можете внутренне с собой проработать то, что либо вы начнете заранее видеть, да, что там за человек, и в целом вам не нужно будет много времени, то что вполне реально у вас есть и такие навыки. Ну да, очень может быть, то что вы вполне можете понимать, что человек из себя представляет, даже в какой-то мере ну, особо с ним не сближаясь. Тогда вам будет намного проще понять, что человек из себя хочет, да, и как он это все видит, даже если он этого не говорит. Ну и также вы вполне реально можете побороть вот эти внутренние страхи и в какой-то степени в определенный момент даже наслаждаться своим уединением, да, а не считать, что это какое-то одиночество и все это как-то вот в негативе рассматривать. Так что внутренние ресурсы есть, но опять же вы ими не пользуетесь из-за того, что может быть даже как в детстве, так и в целом в вашем окружении, в вашем обществе, да, не принято как-то проявлять именно вот эти вот навыки, эти таланты, эти, ну, не знаю, качества, неважно, как ни назовите, но факт в том, что они действительно есть. Есть эта сила, но вы от нее почему-то отказываетесь. Но у каждого свои причины. Так, ну рекомендации, что у нас здесь? Ну, своего рода, знаете, то есть брать все в свои руки. Вы в целом все это сами можете изменить. Опять же, вы также можете попробовать выбрать его из этих двух, если это действительно вам актуально, да, и уже там смотреть, что как получится. Если получается та же самая история, то вполне реально, что вам действительно нужно сначала проработать все эти элементы, да, во-первых, страх и неуверенность, потому что к нам как притягиваются люди, которые это, знаете, как отношения дети-родители. То есть это может быть, что взрослый мужчина с молодой девушкой, да, что взрослая женщина с молодым мальчиком. Причем молодым мальчиком не обязательно он внешне и по возрасту будет молодым, да, ему может быть столько же, сколько и вам. Но внутренне именно вот как он себя преподносит, то здесь могут быть именно такие изменения, то что он все-таки не особо-то еще и вырос с того возраста, с возраста, я не знаю, 10 лет, либо с возраста какого-то пубертата, еще чего-то, но факт в том, что он в нем остается, и, соответственно, все его поступки, все его видения, взгляды на жизнь, они все именно вот оттуда, они не меняются и не так скажем, он не особо-то пригоден для какой-то семейной жизни. Вот в чем вопрос. И, соответственно, с этим вы вполне тоже можете побороться, что вы уже будете транслировать не то, что вы как, например, папа для этих девочек или как мама для этих мальчиков, да, а вы как определенного рода личности, либо мужчина, либо женщина, да, которые хотите, ну, так скажем, ну, здесь достойный, наверное, не подойдет. Здесь такой, я бы сказал, наверное, человек, который все-таки хочет действительно каких-то серьезных отношений. Вот так я бы на это все-таки назвал. Потому что император говорит о том, что действительно нужно брать все в свои руки, да, и император это определенного рода управленец. Причем, если здесь у вас верховная жрица, то, соответственно, вообще, ресурсы на это у вас в целом есть. Единственное, что их нужно как-то все-таки расшевелить, разблокировать, ну или хоть как-то начать практиковать. Да, и здесь вполне реально, что у вас когда все эти элементы могут уйти, как только вы их проработаете. Причем вот удвоит вполне реально, что удастся даже самостоятельно проработать. Главное вам запустить именно вот этот процесс, да, императрицы. И тогда вы начнете получать реальный результат уже, наверное, даже в какое-то ближайшее время. Насколько
Я бы не сказал, что это прям вот молниеносно все происходит, да, особенно если, так скажем, ваши таланты, вот этот внутренний ресурс, он очень давно закрыт, да, соответственно, здесь может происходить как, что, чтобы его раскрыть, нужно потратить довольно-таки большое количество времени и сил. И, соответственно, если вы начнете хоть как-то, хоть немного практиковаться, да, по, ну, вот именно по той тематике, в которой вы в целом можете преуспеть, то, соответственно, это намного быстрее принесет результаты, но опять же на это нужно время. Так, это был второй вариант. И посмотрим третий. Что он принесет и покажет третий вариант. Так, текущее состояние. Дальше основные блокировки. Скрытые страхи. Дальше ресурсы. И рекомендации. Так, что у нас с текущим состоянием? Ну, текущее состояние, знаете, я бы это назвал не то чтобы готовность, есть, наверное, все-таки больше ощущение того, что вы каким-то образом начинаете анализировать все ваши прошлые отношения, да, и вот пока находитесь на стадии, наверное, все-таки принятия. Либо вы недавно могли выйти из последних каких-то ваших крайних отношений, да, не последних, наверное. Также вы вполне реально можете их анализировать, также вы можете все это как-то скопом рассматривать, да, ввиду того, почему у вас что-то не получается, как это все происходит. И, соответственно, что, может быть, вы можете уже на данный момент сделать, да, но пока это все на стадии реализации не выходит, именно пока только вот на стадии принятия. Возможно, даже вы еще не совсем осознали, что вот как-то я бы даже сказал, не до конца еще вышли из этих отношений. Такое есть ощущение, что они еще у вас как-то не отпускают, возможно, именно внутренне. Не то, что партнер постоянно рядом, да, а вот как-то ментально вы пытаетесь вот от всего этого избавиться, как тут показывает десятка мечей, но пока еще, так скажем, все это остается что-то в виде каких-то сценариев, что-то в виде какого-то мусора, да, но вы все равно вы от этого еще не избавились. Ну, есть, наверное, ощущение такое, что нужно вот как-то определенным родом почиститься. Ну, здесь техник тоже много разных. Кто-то чистится свечами, кто-то, не знаю, водой, да, там какую-то ванну с солью делает, еще что-то. Кто-то вот чисто ментально, кто-то заземляется. Вариаций множество, да, нужно поискать именно вам подходящую. И тогда это все-таки может, ну, так скажем, ускорить весь этот процесс, если вам это нужно и если для вас это актуально. Так, основные блокировки. И у вас страхи в основном, какие-то страхи, подозрения, недоверие к партнерам. И, возможно, не безосновательно. Есть ощущение, что действительно либо вам попадаются такие партнеры на постоянной основе, либо у вас это все может еще, знаете, как проигрываться. То, что те страхи, которые вы в целом генерируете, да, ну, это то, что у нас, например, на повторе стоит и зациклено, да, то, соответственно, оно и проигрывается из-за того, что мы сами это все притягиваем. Тут даже, может, и не вина партнеров, но вот именно то, что вы чего боитесь, да, и у вас очень сильная вот эта вот энергетика проявления и проецирования, и вы уже это все можете проявлять именно в отношениях и проецировать за счет того, что даже если был какой-то неудачный опыт, даже если был какой-то там, знаете, иногда бывает то, что человек просто какой-то сериал посмотрит, да, и вроде бы узнает свою ситуацию, и в конечном итоге начинает это все проецировать на свои отношения. И в конечном итоге, конечно же, это все именно так и происходит. Но у вас еще есть ощущение, как будто бы это все зациклено. То есть на постоянной основе, какие бы отношения не были, даже, возможно, в одних и тех же отношениях все повторялось. И ощущение, что вы особо это как-то не выходите из этого колеса и не видите выхода в целом, да, и не понимаете, почему все так происходит. Ну да, это нужно делать какую-то отдельную работу, потому что если смотреть вот именно по вашим страхам, опять же нужно искать корень. А корень у нас где может быть?
Ну, даже мечей. Конечно же, это вполне может проиграться именно с какого-то вашего семейного, потому что какая-то была ситуация либо у вас в семье, либо у ваших близких родственников, да, и вы не то чтобы прям углублялись в эту, да, ситуацию, но вы о ней знали и начинали постепенно проецировать, наверное, все-таки на себя и на свои отношения. Не очень хорошая система, но тоже от нее куда от нее денешься. Ладно, скрытые страхи. Вы боитесь подсознательно. Десятка жезлов. М. Ну, подсознательно. Смотрите, десятка жезлов. Десятка жезлов это какие-то вот внутренние, даже не то что проблемы. В какой-то мере это, наверное, даже внутреннее истощение. Это когда вы вполне реально можете насытиться отношениями, да, и в какой-то момент начинается, так скажем, вот это какая-то стабильное и постоянное недоверие к человеку, да, либо к образу его жизни, там, либо к его коллегам, все, что с этим связано. Потом это постепенно, знаете, как снежный ком, он складывается, 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 вот как здесь это все захламляется, и из одной ситуации все это перетекает в другую, и есть ощущение, что у вас вот это на подсознательном уровне, что как вы только замечаете определенного уровня, ну, сценарий, да, вот опять же то, что где-то вы увидели, либо услышали, либо вам кто-то рассказал, и вы все это начинаете примерять на себя, то, соответственно, подсознательно вы уже начинаете себя накручивать, что вот здесь вот как у этих было, да, у нас будет потом, и как у этих было, также повторится, и как будто бы вы заранее начинаете прописывать вот этот сценарий, по которому пройдет вся ваша личная жизнь. И я бы, наверное, сказал, что от этого стоит вообще полностью отказаться, не прописывать ни хорошее, ни плохое, ввиду того, что для вас это может очень кардинально поменять полностью ваши отношения, да, и вы можете прийти в какую-то такую точку, в которой вы в целом окажетесь, да, и партнер уже будет вообще не понимать, как он вообще оказался в этих отношениях и почему, даже если это все вроде бы как хорошо выглядит. Но опять же, вы можете прописывать, как это хорошо именно для вас, не для вас в форме ну, так скажем, семьи, да, а вас в форме именно индивидуума. И получается, что для себя-то вы можете прописать и, соответственно, прийти к тем отношениям, которые вас устраивают. А вот партнера уже не совсем. И получается то, что он в какой-то момент может просто проснуться и понять то, что, блин, что я тут делаю, зачем я сюда вообще пришел. Поэтому у вас есть, знаете, подсознательный страх того, что вы можете на себе очень много накопить вот этой ложной, ненужной информации, и потом начать это все проецировать, скорее всего. Что тут десятка, да, тут десятка, и все это основано на новичке мечей, это определенного рода страхи, определенного рода недоверия. И когда вы это все накапливаете, да, оно все потом в конечном итоге может вырваться и уже оно довольно-таки серьезную, ну не то что прям непоправимую, да, какую-то ситуацию, но в любом случае в какую-то серьезную ситуацию, в которую вы попадете именно будете при попытках выяснить какие-то отношения, что-то в этом роде. Такая система подсознательная у нас тоже не все так гладко, как казалось бы. Если тут просто страхи, да, вот с ними как-то еще можно работать, с ними еще можно как-то, ну, не знаю, как-то их проявить, да, как-то выявить, и уже постепенно их прорабатывать, то с подсознательными здесь намного сложнее, потому что их не так легко вскрыть и откопать. И, соответственно, работать с ними тоже намного сложнее, по крайней мере, самостоятельно. Да, скорее всего, вам понадобится какая-то помощь, по крайней мере, на первых шагах специалистов, это точно. Ладно, ресурсы. Может, у нас в ресурсах какая-то есть изюминка, да, и что тройкам поможет в целом. Какие-то сильные стороны. Тройка. Тройка, тройка. Ну, неплохо как-то. Знаете, вот как сильные стороны. Ну нет, вот шестерка пентаклей все равно.
одна из сильных сторон, знаете, какая ваша может быть? Это то, что вы в целом можете находить тех людей, которые действительно могут помочь. Это, знаете, как определенного рода фильтры стоят, что от ненужных людей вас избавляют, да, и нужные люди, вы как-то к ним больше, ну, так скажем, на них больше обращать внимание. И, соответственно, все это вам поможет с тем, чтобы найти какого-то специалиста, который действительно вам поможет и уже начать работать по этому поводу. Потому что здесь вот именно на ресурсах и сильных сторонах, то как раз очень сильно проявлено то, что вы можете в какой-то мере все это структурировать, наладить и, так скажем, разбить людей по категориям, да, определенного рода специалистов, которые вам нужны и которых вы ищете. И, соответственно, может быть вашим качеством не только связанным с тем, что вы это можете для себя так делать, но вполне реально, что вы именно так можете и как-то зарабатывать, да, и это будет вашей сильной стороной, то, что вы всегда находите тех людей, которые действительно могут помочь, ну, либо действительно какие-то мастера своего дела. И это вам как раз может пригодиться для того, чтобы проработать все вот эти элементы, в которых вы сейчас находитесь на данный момент. Ну и рекомендации, что у нас тут? Повешенный. Это, ну, вот учитывая то, что мы смотрели в начале, да, это вполне реально, что у вас еще эти отношения, ну, как-то еще не полностью выяснилых вышли, да, и все это еще не совсем, так скажем, забылось и ушло, да, то вот повешенный здесь как раз может проигрываться как, так скажем, определенного рода в данный момент вы еще для принятия каких-то серьезных решений не готовы, ввиду того, что вы еще, может быть, вполне эмоционально и эмоционально привязаны, и эмоционально нестабильны, да, по этому поводу. И как раз это и не дает вам как-то трезво взглянуть на вещи. То есть по истечении какого-то времени, либо после определенного рода заземления, ну, это может быть связано как с практиками, как я и говорил уже, как с медитациями. Все, что вам подходит. Это то, когда вы в какой-то мере успокаиваетесь, весь этот внутренний бушующий океан тоже успокаиваете, очищаете свои мысли, свой мозг и в какой-то мере заземляетесь. Также может быть не только медитация, вполне может даже йога подойти для некоторых, она тоже работает как медитация. И вот уже потом вы вполне можете начать анализировать, начать искать тех людей, которые в целом могут вам помочь, да, и оказать определенного рода помощь. Также вы можете начать уже работать с тем, что, ну, как-то подсознательные страхи вряд ли вы уберете самостоятельно, да, но именно вот с этими, так скажем, страхами, с которыми вы сталкивались, да, и которые вы на себя примерили и с собой собрали, да, то с этим вы уже можете справиться самостоятельно, а подсознательно вы уже можете исправлять как-то совместно с кем-то, с каким-то специалистом. То есть для троек, да, хоть и нужна помощь, но у вас есть хорошее качество, то, что вы в целом можете определять людей. Это, знаете, может быть не связано именно с отношениями, да, когда в отношениях вам тоже попадаются разные люди, а вот в плане какого-то мастерства и каких-то навыков, да, здесь вы вполне реально можете находить людей довольно-таки быстро и определять, насколько они компетентны и квалифицированы. Поэтому для вас, наверное, это не составит какого-то большого труда найти человека, который действительно вам поможет. Ну, это был расклад на тему, готовы ли вы к отношениям, да, и какие у вас есть блокировки по этому поводу. Подписывайтесь на канал, ссылка на другие соцсети в описании. Если есть темы, интересующие для расклада, пишите в комментариях. Все, всем пока.